тот день, когда я прощалась с матерью на кладбище в Сиэтле, мне казалось, что весь мир замер. Меня звали Эмма, и раньше я верила, что рядом со мной всегда будут близкие люди, друзья, знакомые, почти семья. Но в тот день рядом почти никого не оказалось. Я медленно шла между могил, чувствуя, как внутри все сжимается от боли. Мама была для меня самым важным человеком, моей опорой. После ее ухода я осталась одна, не только физически, но и эмоционально. Те, кто обещал поддержку, не пришли. Ни Крис, ни Лора, ни Майкл, никто. Сначала я пыталась оправдывать их. Думала, может, пробки, работа, срочные дела. Но время шло, а вокруг оставались только незнакомые лица. Тогда я поняла, слова о дружбе часто ничего не значат. Настоящая поддержка проявляется в поступках. Я сидела на скамейке рядом с могилой и смотрела в пустоту. Внутри смешались боль, обида и разочарование. Именно в тот момент я решила, больше не позволю другим людям определять мою ценность. Через несколько дней после похорон, уже дома в Портленде, я получила письмо от адвоката из Нью-Йорка. В конверте были документы о наследстве. Когда я увидела цифру, у меня перехватило дыхание. 10 миллиардов долларов. Я перечитывала бумаги снова и снова, не веря глазам. Моя мама, которую я только что потеряла, оставила мне огромное состояние. Радость смешалась с чувством вины. Как можно радоваться деньгам, когда потеряла самого дорогого человека? Но постепенно я поняла, эти средства не награда, а ответственность. Теперь мне нужно было научиться жить по-новому. Очень скоро вокруг меня начали появляться люди, которые раньше исчезли. Те же самые, кто не пришел на похороны, вдруг стали писать, звонить, приглашать на встречи. В Лос-Анджелесе и Сан-Франциско меня начали звать на деловые ужины и дружеские встречи. Я научилась видеть разницу между искренностью и интересом. Настоящие друзья, такие как Сара и Даниэль, просто были рядом, не требуя ничего взамен. Они поддерживали меня не словами, а делами. Постепенно я стала выстраивать границы. Училась говорить «нет», училась выбирать себя. Деньги дали мне свободу, но настоящую силу я нашла внутри. Я начала инвестировать, развивать проекты, помогать благотворительным организациям в Чикаго и Бостоне. Открыла небольшой образовательный фонд в память о маме. Это помогало мне чувствовать, что ее любовь живет дальше. Со временем я изменилась. Раньше я боялась одиночества, зависела от чужого мнения. Теперь я научилась быть опорой для самой себя. Я позволяла себе плакать, ошибаться, начинать заново. Я поняла, что счастье не в статусе и не в цифрах на счету. Оно в спокойствии, честности с собой и людях, которые рядом не ради выгоды. Прошлое научило меня главному. Предательство – это не конец, а начало. Начало пути к собственной силе. Сегодня я живу в Ванкувере, много путешествую, развиваю проекты и помогаю другим. Но самое важное, я больше не боюсь остаться одна. Потому что теперь знаю, у меня есть я сама. Моя мама когда-то сказала, настоящая сила в умении идти дальше, даже когда больно. Тогда я не понимала этих слов. Теперь они стали основой моей жизни. И именно благодаря потерям, разочарованиям и трудным решениям я научилась быть собой, без иллюзий, без страха и без зависимости от чужих обещаний.